Здравствуйте, дорогие зрители, подписчики и гости моего канала. Хочу познакомить вас с моей очередной разработочкой. Вы знаете, я очень люблю навязочки. Вот красивый интересный узор с навязочками в виде сердечек. Так узор смотрится в перевернутом виде. Так мы его будем выполнять. Я выполнила разноцветные сердечки в этом случае. В этом случае с более толстой пряжи одного цвета выполнила. Давайте переверну. Хорошо смотрится. И с более тонкой пряжи. Сердечки в виде навязочек очень интересно и красиво смотрятся. Изнаночка, лицевая сторона. Раппорт нашего узора в ширину 7 петель. Показываю. Высоту раппорт узора 4 ряда. По мере выполнения нашего узора я буду все рассказывать и объяснять. Приступим к работе. Для работы нам потребуется моточек пряжи и крючок. Начинаем выполнение нашего узора с 25 воздушных петель. Выполняем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Вяжем, пока у нас не будет 25 воздушных петель. Мы выполнили цепочку из 25 воздушных петель. Далее выполняем 3 воздушные петелечки подъема. 1, 2, 3. Накид на крючок и очень внимательно вводим крючок в пятую петлю от крючка. 3 петелечки, 4 и вот пятая. Вводим крючок и выполняем столбик с одним накидом. Далее в каждую петелечку мы провязываем по одному столбику с одним накидом. Вот таким образом, аккуратненько, не спеша, мы выполняем наш ряд столбиков с одним накидом. Мы выполнили ряд столбиков с одним накидом. Это у нас подготовочный ряд, и в формировании узора он не участвует. Далее мы вяжем 2 воздушные петелечки, работу разворачиваем. Выполняем накид на крючок, пропускаем первый столбик и над вторым мы выполняем выпуклый столбик с одним накидом. Далее выполняем вогнутый столбик и считаем. Это у нас с вами всего второй столбик. Далее третий столбик у нас будет выпуклый. Четвертый вогнутый. Пятый выпуклый. Шестой вогнутый. Седьмой выпуклый. И далее очень внимательно. Над следующим 8 столбиком мы делаем накид на крючок и будем провязывать 2 вогнутых столбика с общей вершинкой. Как мы это делаем? Мы выполняем 1 столбик с накидом незавершенный. Далее накид на крючок. И над этим же столбиком выполняем еще 1 столбик с накидом незавершенный. У нас с вами 3 петелечки на крючке, мы их провязываем вместе. Далее опять считаем. Первый столбик выпуклый, второй вогнутый, третий выпуклый, четвертый вогнутый, пятый выпуклый, шестой вогнутый,
7 выпуклый. И над 8 опять же выполняем 2 вогнутых столбика с одним накидом. Первый столбик незавершенный и второй незавершенный. Все 3 петелечки на крючке провязываем вместе. Так мы с вами вяжем. Я выполню выпуклый столбик и остановлюсь. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение нашего ряда. Это первый ряд нашего узора. Накид на крючок. Очень внимательно вводим крючок в первую петелечку, которая у нас идет от вершинки столбика. И выполняем полустолбик. 2 воздушные и работу разворачиваем. Вот видите наши такие столбики, где мы с вами вот по 2 выполняли столбика, здесь у нас будут сердечки. И приступаем к выполнению второго ряда нашего основного узора. Вяжем сначала по рисунку, то есть над вогнутым столбиком мы выполняем вогнутый столбик, над выпуклым выпуклый, все столбики с одним накидом. Над вогнутым вогнутый, над выпуклым выпуклый. Так вяжем до наших столбиков. Выполняем вогнутый. И вот наши столбики, над которыми мы будем провязывать сердечко. Далее мы выполняем накид на крючок, вводим крючок под наш первый столбик, который ближе к нам находится, и берем поудобнее. Я вот таким образом всегда беру. И выполняю первую натяжечку. Всего их таких натяжечек будет 5. Далее вторую натяжечку, третью, четвертую и пятую. И теперь очень внимательно мы сначала провязываем нить и, видите, нить и накид. То есть вот первую натяжечку, точнее, мы провязываем вот таким образом. А далее у нас будет провязываться по 3 петли. Таким образом, не спеша, вы приноровитесь, и у вас все хорошо получится. И 3 петли. На крючке у нас с вами 2 петелечки остаются. Мы работу поворачиваем, выполняем накид на крючок. И теперь под второй столбик опять же берем поудобнее и точно так же выполняем 5 натяжек. И считаем. 1, 2, 3, 4, 5. И провязываем точно так же. Сначала мы провязываем как бы 2 петли, а потом по 3. Пока у нас на крючке не останется 3 петелечки. Все натяжечки провязаны, 3 петли на крючке мы провязываем вместе. Наше сердечко готово. Вот такое красивое перевернутое сердечко у нас с вами получилось. Далее мы выполняем накид на крючок и вяжем по узору. У нас идет вогнутый столбик, и его и выполняем. Вогнутый, далее выпуклый. Опять вогнутый и далее выпуклый. Вогнутый и выпуклый. Вогнутый. И вот мы дошли до наших 2 столбиков.
Опять будем выполнять накид на крючок. Внимательно вот разделите эти два столбика. Берите поудобнее и начинайте выполнять точно такое же сердечко. Мы завершаем выполнение второго ряда нашего основного узора. Выполняем накид на крючок, вводим крючок во вторую воздушную петелечку подъема и выполняем полустолбик. Прошу прощения, во вторую воздушную петелечку подъема. Полустолбик выполнили, наш ряд завершен. Можем приступить к выполнению следующего ряда. Для этого мы выполняем 2 воздушные петелечки подъема, работу разворачиваем и будем этот ряд вязать по узору. То есть над выпуклыми столбиками мы выполняем 1 выпуклый столбик с накидом. Над вогнутым столбиком выполняем 1 вогнутый столбик с накидом. Итак, вяжем до конца ряда. Единственное, я покажу, что мы будем выполнять над нашим сердечком. Мы сейчас довяжем до него. Вот наше сердечко. Мы просто захватываем и выполняем вогнутый столбик с 1 накидом. То есть так, как у нас должно быть по рисунку. Далее идет выпуклый. Далее вогнутый, выпуклый. И так до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение третьего ряда основного узора. Накид на крючок, вводим крючок во вторую воздушную петелечку подъема и выполняем полустолбик. Далее 2 воздушные, работу разворачиваем. Вот наша лицевая сторона узора. И мы выполним еще ряд рельефных столбиков. То есть над вогнутыми столбиками выполняем вогнутые столбики, над выпуклыми выпуклые. Просто вот так аккуратненько вяжем по узору. Здесь все просто. У нас уже над сердечком есть столбик, и мы, естественно, выполним над ним выпуклый столбик. Давайте я довяжу. Так, продолжаем с вами до конца нашего ряда. Я завершаю выполнение 4-го основного ряда узора. Накид на крючок, ввожу крючок во вторую воздушную петелечку и выполняю полустолбик. Далее 2 воздушные. И пока не начну выполнение следующего ряда, хочу показать вам лицевую сторону. Раппорт в высоту у нас с вами завершен. Всего это 4 ряда, как я и говорила. И далее мы начинаем выполнение нового раппорта, ну то есть следующего. Я начну его выполнение, а вы уже продолжите самостоятельно и выполните полотно на необходимую вам высоту. Обратите внимание, работаем по изнаночной стороне. Накид на крючок и считаем. Так будет удобнее, 7 столбиков. Выпуклый, второй вогнутый, третий выпуклый, так как мы ранее это делали, 4-й вогнутый, 5-й выпуклый, 6-й вогнутый, 7-й выпуклый. И теперь над 8-м мы выполняем 2 столбика с общей вершинкой, вогнутые. И можете себя проверить, мы переворачиваем. Вот наше сердечко и вот наши столбики. Мы выполняем все верно. Накид. Выполняем первый незавершенный столбик. Накид.
И еще один незавершенный столбик. 3 петелечки вместе. Далее выпуклый и так далее. Основа для нашего сердечка готова. Вот ее хорошо видно. И далее мы продолжим выполнять наше полотно на необходимую высоту. Я выполнила еще один раппорт в высоту. Вот такие красивые у нас интересные с вами перевернутые сердечки получились. И я вот переверну узор, мы посмотрим. Хорошо объем виден. Сердечки наши на выпуклых и вогнутых столбиках идут. Хорошо просматриваются. Изнаночку посмотрим. Вот здесь обыкновенная резиночка такая. Хочу показать еще точно такой же узор с более тонкой пряжи. Теплый, интересный, красивый узор получается. И я выполнила разноцветные сердечки. Каждый раппорт в высоту я вывязывала отдельным цветом. Давайте перевернем, чтобы наши сердечки хорошо было видно. Вот так смотрится наш узор. Можно выполнить шарфик, кофточку, можно вообще утилизировать все остаточки. То есть каждый раппорт вы вывязывать определенным цветом. И у вас будет интересно, красиво и ярко получаться. Смотрим изнаночку. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комменты, а главное вязать вместе со мной. Творческих вам успехов!